Итак, я вас поздравляю. Вас было 25 участников, а осталось всего 12. У вас есть все шансы стать победителями в этом отборе. Всего победит 4 участника, каждый из которых получит по 500 тысяч симолеонов и отправится на прохождение государственной миссии. Всем привет! Вы можете в это поверить, что у нас осталось всего 12 участников, и они все помещаются в кадре. Раньше я делала нарезки, чтобы их всех сфотографировать. Сейчас вот они все здесь. И давайте еще раз посмотрим, кто из наших детей остался. У нас остался Джун и Вивиан. Рядом с Джуном Стелла, это его возлюбленная. И поэтому вот они сели рядом. Дальше наша Наоми и 2 девчонки. Одна, правда, все время какая-то раздражительная, а вот девочка справа, Ванесса, мне кажется, у нее есть шансы на победу, потому что она очень похожа с Наоми, вот нашей, по чертам характера. Она прям такая боевая и целеустремленная. И вроде бы в общей толпе она как-то и незаметна, вот как и Наоми, да, но они все время приходят во всех отборах, там, в числе первых, поэтому они вот похожи. Следующая тройка у нас здесь Оскар. Этот парень из моего первого сериала. Если интересно, можете посмотреть. Ну и заодно, если понравится, можете подписаться на меня. Спасибо заранее. И у него очень красивые глаза, такого фиолетового цвета. Они мне очень нравятся. И, блин, вот ради этого я бы хотела, чтобы он пошел с нами спасать мир в будущее. И у нас осталась наша Сэнди. Как вы видите, ей не до соревнований. Она с 2 красавчиками-братьями уселась. И мне кажется, она даже не слушает, что там говорит офицер. У нее свои цели. Даже если она проиграет этот отбор, но контакты этих красавчиков у нее останутся. И, насколько вы помните, она у нас кокетка, романтик, любит внимание. И цель у нее сердцеедка или там вот что-то такое, серийный романтик. Вот такая у нас девчонка. И вот так выглядит их испытательный полигон на сегодня. Как и в первом туре, им нужно будет добраться из комнаты 1 в комнату 2. И добраться туда можно только вплавь вот по этому длинному бассейну. В этом туре будет проверяться их физическая подготовка, умение плавать и в целом прохождение длинных дистанций. Комната 1 совершенно пустая, двери в ней сейчас все закрыты, и получается, когда дверь откроется, у ребят будет единственный путь – это выход в бассейн. Какой длины этот бассейн, они не знают, поэтому если кто-то не умеет плавать, то, скорее всего, он в него и не зайдет. Но на протяжении всего пути у них вот есть такие надувные матрасики. Если вдруг они устанут, они могут на них отдохнуть. И также сразу отмечу, что на протяжении всего заплыва их будут ждать вот такие вот оазисы, где они смогут полежать на ватрушке, посидеть в тенечке на диванчике, выпить из холодильничка освежающий напиток. И там же в холодильнике для них оставлены масочки, крема от ожогов. В общем, все условия для отдыха и для того, чтобы их отвлечь от маршрута. На финише я поставила им побольше вот лесенок, так как думаю, к этому времени они все устанут. И дальше их ждет комната номер 2. Они здесь могут поиграть, почитать, выпить напитки, посмотреть телевизор, что-то себе приготовить и даже полежать в ванне джакузи. Надеюсь, это будет их стимулировать дойти быстрее до комнаты 2. И давайте еще раз посмотрим вид сверху, как это будет выглядеть, какой будет у ребят сложный путь. И прежде чем начать соревнования, смотрите, я вам покажу, все стоят, вот ждут начала отбора, да, следующего этапа. А Джун лепит фигуру из песка.
Ну, действительно, что нервничать, да, и напрягаться, если можно расслабиться. И лопаточку детскую где-то нашел. Ну, вот как-то так. А теперь давайте попросим их заходить в первую комнату, и теперь точно начинаем. Итак, все ребята зашли в первую комнату, обе двери в ней закрыты. И давайте сначала уже по классике поднимем всем им потребности, чтобы они были в одинаковых условиях, с точки зрения там попить, поесть, сходить в туалет. И вот смотрим, что у всех все одинаково. И я не буду долго томить, потому что уже поздно, они тоже прождали целый день, когда все это будет организовано, когда немножко спадет жара. И отборочный тур начнется через 3, 2, 1, старт! И я открываю эту дверь. Все. И первая пошла, смотрите, одна из самых задиристых здесь девчонок. Она постоянно ругается, зовут ее Альма. О, Оскар, смотрите, Оскар второй. Я не думала, что он вообще поплывет, если честно. Мне казалось, что ему будет сложнее преодолевать плавание, но нет, он второй, смотрите, поплыл. Так, Ванесса, мне кажется, сейчас отвлечется вот на матрас надувной. Да, Ванесса легла на матрас, хотя она и метра не проплыла, но вот видите, уже устал человек. И смотрите, наши девчонки спускаются. И, кстати, видите, у Сэнди нет купальника. Я вам немножко расскажу. Просто когда я проходила прошлый челлендж, то, чтобы купить или поменять детям одежду, нужно было платить деньги. А их семья жила настолько бедно, что не хватало денег на всю одежду. Поэтому у них не у всех есть купальники. А тем временем, смотрите, Альма проходит первый оазис, она не останавливается. Так, следом Оскар. Оскар тоже проходит первый оазис. Ничего себе, Оскар, ты без остановки, молодец. Сэнди, как она быстро плывет. И Вивиан за ней. И они вдвоем одинаково вот как-то плывут, мне кажется, очень быстро. Они сейчас догонят Оскара. Так, следом у нас Беатрис. И я предлагаю, давайте мы за ними посмотрим, потому что они прям очень быстро плывут. И да, Сэнди, давай. И Сэнди обходит Оскара. Круто, Сэнди. И Вивиан старается. И она тоже обходит Оскара. Вы видели? Мне кажется, они сейчас и Альму опередят. Офигеть! Вот это у меня девчонки. А я переживала за Сэнди, что она не сможет спасти мир, а она, смотрите, она обходит Альму, не останавливается на втором оазисе. И все, она на финишной прямой. Это, конечно, больше похоже на финишный зигзаг. И Сэнди соревнуется с Вивиан, вы посмотрите. Ой, а Вивиан что, устала? Все? А, нет, Вивиан поплыла дальше. Давай, Вивиан, чуть-чуть осталось. Главное, не останавливайся. Тут вот прям совсем чуть-чуть. И мы встречаем, да? Так, кто в итоге? Кому хватит больше сил? Сэнди! Сэнди первая. И хоть она и без купальника, она все равно, смотрите, смогла приплыть первой. Вивиан у нас вторая. Все, девчонки, вы молодцы. Так, Альма третья. Одни девчонки у нас здесь, и они тут решили попить холодной водички. Правильно, лучше здесь пить, не в оазисе, там вы застрянете. О, Оскар четвертый. Круто, ребята, прям круто. 4 места у нас занято. Нет, Сэнди вышла. Блин, Сэнди, ты глупенькая все-таки, да? А у нас вот, в комнате 3 человека остается. И она, смотрите, она поплыла в обратную сторону. Так, а у нас тем временем 4 места занято. Но я в шоке от Сэнди. Зря я сказала, что Сэнди может спасти мир. Такими темпами я уже сомневаюсь. А Наоми у нас, смотрите, тусит на втором оазисе. Наоми, тебе что, сил не хватило? Вот смотри, все плывут. И Сэнди тут уже. Сэнди, ты что, пришла сказать Наоми, что вторая комната совсем рядом, да, и надо плыть туда? Так, а вот здесь кто у нас?
Джун здесь плывет. И вот одна девочка, смотрите, они подходят к финалу. У нас сейчас 4 места занято в комнате и 4 свободных. И, как я понимаю, сейчас будет 5-й победитель. Давайте мы его подождем и потом пойдем посмотрим остальных. Оскар, ты куда? Теперь 3 места занято. Нет, опять 4. Оскар вышел, на его место зашла Ванесса. И у нас опять 4 человека в комнате, 4 места свободно. Блин, Оскар, тебе не хватит сил плыть обратно. Вот, возвращайся, пожалуйста, в комнату. Так, а у нас сейчас зайдет Джун. Давайте мы его подождем. Он будет 5-й. О нет, Беатрис выходит. Беатрис вышла, Джун зашел. У нас опять 4. Это что, замкнутый круг такой, да? Я так и буду здесь. Но давайте посмотрим остальных. У нас... у нас что, возвращается Сэнди? А ты Наоми позвала? Так, хорошо, я беру свои слова обратно. Нет. Или не беру? Или беру? Сэнди, ты зайдешь или нет? Так, Альма вышла. Получается, у нас 3 осталось в комнате. Давайте я сверху еще посмотрю, проверю. Да, во второй комнате 3 участника, и вот Сэнди 4-я. Вот Вивиан молодец, видите, спокойненько сидит, никуда не бегает. Она помнит первый тур, что в итоге победили те, кто остался в комнате. Итак, следим дальше. У нас 4 в комнате. 5-я вот Стелла, 6-я Наоми, и у нас осталось всего 2 свободных места. Видимо, у нас вот 2 претендента на последние места. А нет, вышла девочка. Вышла Ванесса. И теперь у нас 3 места свободно в комнате номер 2. Так, а на ее место заходит другая Ванесса. И снова в комнате 6 участников. Пока никто не вышел, давайте посмотрим. И, как я сказала, в комнате номер 2 плывет Оскар, а Ванесса, наоборот, смотрите, уплывает от нее. И смотрим дальше. На втором оазисе у нас 2 девчонки. Альма, которая, кстати, вроде бы первая, да, добралась. Ну не первая, которая одна из первых добралась до второй комнаты. И Беатрис. А на первом оазисе у нас отдыхает один из братьев-спортсменов. Так, а где второй брат? Вот и второй брат. Ты только соизволил поплыть? Ну, ты, конечно, молодец. Ты вот очень уверенный в себе Сим. Но, к сожалению, навряд ли ты уже успеешь занять место в комнате 2. Там ожесточенная борьба там выходит и заходит. И давайте продолжать. Вот, что я и говорила, Джун выходит. Джун вышел, и у нас осталось опять в комнате 5 участников. И Наоми вышла. Блин, 4 места свободных. Ну, почему вам не сидится? Вот я их не понимаю. Тоже выходит, да? Все, у нас опять 5 мест свободно. Мне кажется, я не закончу это соревнование. Так, вот здесь у нас Оскар и Ванесса. Ванесса, я так понимаю, хочет плыть обратно. А Оскар заходит, да? Оскар, ты заходишь? Вот здесь вот у нас Наоми. Почему-то решила поплавать просто так. Так, Стелла. Стелла вышла. Сэнди тоже вышла. Боже мой. И они поплыли обратно. Да, Сэнди? Да? Все, я теперь точно беру свои слова обратно. Второй раз, правда, но теперь наверняка вот по поводу Сэнди навряд ли она спасет мир. Вот мне кажется, она делает все на бум. Вот что ей захотелось, она то и делает. Она не думает ни логически, никак.
не интуитивно, никак не думает. И у нас осталось 2 участника в комнате. Оскар и Вивиан. Да, я уже даже не знаю, что ожидать от этого конкурса. Так, у нас заходит Беатрис, она будет 3-я. 3 участника, 5 свободных мест. Так, а кто это у нас тут плывет? А это один из братьев-спортсменов, что ли, приплыл, да? Слушайте, сейчас реально успеет второй брат. А вон он плывет, вы посмотрите. Он реально всех обогнал. А я издевалась над ним. Оскар, а ты выходишь? Блин, Оскар опять выходит, и в комнате их опять 3. Если сейчас зайдет сюда вот этот вот брат с длинными волосами, который пролежал все это время на надувном матрасе, вот он 4-й. Он вообще ничего не делал, он отдыхал на матрасике, прикиньте. А я ему еще говорила, что зря ты такой самоуверенный, тебе не светит комната номер 2, а он доплыл, он 4-й, между прочим. Так, хорошо, мне нужно успокоиться, секундочку. У нас в комнате 4 участника, и давайте посмотрим остальных. На финишной дорожке вот кто-то 2 плывут, Ванесса и Наоми. О, наша Наоми, кстати, плывет, и вон там кто-то тусит на 2-м оазисе. Они там все собрались. Так, у нас сейчас зайдет Наоми, и мы сходим вот посмотреть остальных, кто в оазисе. Ну, если никто не выйдет. Пока нас 4. Но, по ходу дела, Беатрис тоже пошла туда тусить. Так, все, они поменялись местами. Вместо Беатрис зашла Ванесса, и следом наша Наоми. Итого у нас в комнате сейчас 5 участников. И давайте посмотрим, что у нас происходит за пределами комнаты. Так, на подходе Джун. Беатрис вот наоборот уплывает. Так, и вот кто-то еще плывет. А, это Альма. Она уже была в этой комнате не раз, но выходила. А вот все остальные тусят во 2-м оазисе. На 2-м оазисе. И вот здесь как раз наша Сэнди, Оскар, девчонки. Ну, им весело. И возвращаемся. Давай я напомню, что в комнате у нас занято 5 мест. А осталось только 3 свободных места. И давайте наблюдать дальше. Так, я вижу, поднимается Джун. И дальше тоже, мне кажется, много-много участников плывет. Так, Альма. Альма зашла, и она 7-я. Все, у нас осталось 1 свободное место. Уже 2 свободных места. Сэнди, ты еще можешь успеть, если обгонишь девочку. И давайте будем следить за дверью, кто первый зайдет. Итак, Стелла 7-я. И кто следующий? Кто следующий? Либо Сэнди, либо Ванесса. Все, друзья. 8-й зашла Ванесса. Сэнди не успела переступить порог. И давайте еще раз проверим. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, а почему так? Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, вот 8-я в туалете. Все, нашли 8-ю. И получается, что Сэнди, к сожалению, да, ну, к сожалению, потому что она была рядом. Но, Сэнди, надо быть поумнее. Зачем ты 2 раза выходила из комнаты, а? Ну вот зачем? Все. Сэнди, наша красавица, наша королева выпускного бала, покидает этот отборочный тур. И у нас еще должно быть 3 участников за пределами 2-й комнаты. Давайте посмотрим. Так, вот, нас также покидает Ванесса. Но этого и следовало ожидать, да, потому что она вообще плывет в другую сторону. И еще 2 человечка у нас где-то должно быть. Но я никого не вижу.
Вот они. И вот у нас здесь Оскар с какой-то красивой девочкой. Они уединились на втором оазисе. Ну, я их понимаю, здесь романтичное место, подсвечивается бассейн, да, рядом стоит диванчик, есть холодильник с напитками. Они уже между собой все плюс-минус перезнакомились. И я надеюсь, что им не повезло в этом отборе, да, но, может быть, у них здесь зарождается что-то новое, и это будет даже лучше, чем то, куда я их собираюсь отправить. И давайте подведем итоги. Итак, нас покидают Сэнди, Ванесса, Оскар и Беатрис. Если вы хотите, чтобы в следующем экстремальном челлендже по спасению мира я играла за Сэнди, то вы можете дать ей иммунитет. Для этого в комментариях должно набраться 2 голоса с иммунитетом для Сэнди. А у меня на этом все. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать отборочные туры. И пока-пока!